Глава 1. В одном густом лесу жил очень необычный зверь. Его звали Чебурашка. Однажды он проснулся рано утром и пошел гулять. Когда он гулял, он увидел несколько ящиков с апельсинами. Чебурашка залез в один из них и начал завтракать. Он так наелся, что ему стало трудно двигаться. Поэтому он заснул в ящике. Чебурашка спал крепко и не слышал, как пришли рабочие и закрыли все ящики. Они отнесли ящики с апельсинами вместе с Чебурашкой на корабль и отправили в путешествие. Корабль долго куда-то плыл, и ящики оказались во фруктовом магазине в очень большом городе. Когда открыли ящик с Чебурашкой, апельсинов в нем почти не было. В нем был только толстый Чебурашка, который съел почти все апельсины за время путешествия. Продавцы вытащили Чебурашку из ящика и посадили на стол. «Ты кто? Что мне с тобой делать?» — спросил директор. «Не знаю», — ответил Чебурашка. «Делайте, что хотите». Директор взял Чебурашку и отнес его в зоопарк. Но Чебурашку туда не взяли. Во-первых, в зоопарке не было мест. А во-вторых, про Чебурашку никто ничего не знал. Работники зоопарка не знали, куда его посадить. К зайцам, к тиграм или к морским черепахам. Тогда директор снова взял Чебурашку и пошел к своему родственнику. Он тоже был директором магазина. «Мне нравится этот зверь», — сказал директор номер 2. «Он похож на игрушку. Будешь работать в моем магазине?» «Буду», — ответил Чебурашка. «А что мне надо делать?» «Надо будет стоять в витрине и привлекать внимание людей. Понятно?» «Понятно», — сказал Чебурашка. «А где я буду жить?» «Жить? Можешь жить вот здесь». Директор показал на старую телефонную будку, которая стояла у входа в магазин. «Это будет твой дом». Чебурашка начал работать в магазине и жить в телефонной будке. Конечно, это был не самый лучший дом. Зато рядом был телефон, и Чебурашка мог звонить кому угодно прямо из своего дома. Правда, он пока что никого в городе не знал, но Чебурашка не расстраивался. В том же городе жил крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и шел на работу в зоопарк. А работал он крокодилом. Гена приходил в зоопарк, раздевался и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью «Африканский крокодил Гена. Возраст 50 лет. Кормить и гладить можно». Вечером Гена одевался и шел домой. Дома он читал газеты, курил и играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды, когда он проиграл сам себе 40 раз подряд, ему стало очень грустно.
почему я все время один?» – подумал он. «Я хочу, чтобы у меня были друзья». Он взял карандаш и написал такое объявление. Молодой крокодил 50 лет хочет найти друзей. Приходить по адресу Большая Пирожная улица, дом 15, корпус И. В тот же вечер он повесил объявление по городу и стал ждать.